Итак, существует две техники защиты от пистолета. Это техника с захватом оружия и техника, которая не использует захват пистолета. Давайте посмотрим. Угроза пистолетом. Это техника с захватом оружия. Есть еще вот такая, еще раз. И есть техника выбивания пистолета. Есть еще техника, когда мы хватаемся не за пистолет, а за запястье. Возникает вопрос, какая техника лучше для гражданской самообороны? Давайте разберем. Итак, первое. Угроза оружием. Казалось бы, все хорошо. Когда вы захватываете оружие, есть несколько видов захватов. Вот такой вид захвата, когда прижимается вот эта часть и закрывается отверстие. И бывает хватает так, когда просто закрывается отверстие здесь. Потом идет выкручивание и отбор оружия. В этом приеме есть потенциальные опасности. Какие? Давайте разберем. Когда вы хватаете вот так оружие или вот так, то захват у противника гораздо более удобен, чем ваш. То есть получается очень интересная вещь. Противник держит пистолет вот так, я держу пистолет вот так. Явно, что его захват гораздо более надежен, даже если я прихвачу очень сильно. Независимо от того, ушел я с линии огня или не ушел, это не важно. Даже если я ушел вот так и начинаю выкручивать оружие, его захват гораздо более надежен. Потяните на себя. Тяни сильнее. То есть получается, что либо вы должны быть гораздо более сильнее, чем ваш противник, когда вы начинаете выкручивать, либо вы должны быть очень быстрым, чтобы успеть его выкрутить. Если вдруг при захвате от пистолета вы чуть-чуть замешкаетесь, и он начнет просто дергать пистолет на себя, чуть-чуть дергать, то надежность вашего захвата будет нарушена. И вполне возможно прозвучит выстрел. Второй вариант. Противник вырвет оружие из руки. Вырывайте аккуратно. И порежет вашу руку мушкой. Вот так. Само по себе это не страшно. Но для человека, который защищается, получить травму при своей собственной защите, это как минимум нерационально. Самое интересное, что это не наблюдается на макете. Возьмите макет. Здесь вообще проблем нет. Вы можете очень быстро захватывать, вырывать из руки. Никаких проблем нет. Но как только в руках оказывается оружие из металла, то любой неточный захват грозит потенциальной опасностью. Вы не можете гарантировать, что в реальной ситуации вы схватите вот так, конкретно и очень крепко. Вы не можете гарантировать, что вы не схватите вот так, и противник резко не дернет и порежет вашу руку мушкой. Дальше. Представим себе, что вы забрали оружие. С точки зрения гражданской самообороны, ваша самозащита заканчивается уже тогда, когда непосредственная угроза миновала. То есть, когда угроза есть, вы имеете право на защиту. Когда угрозы нет, ваше право начинает постепенно исчезать или совсем исчезать. Это значит, что вам придется что-то делать с этим оружием. Даже если вы подготовленный человек и умеете стрелять, в гражданской самообороне, в реальной ситуации, готовы ли вы расстрелять человека, который вам угрожал? Раз. Первое. Кто-то может сказать, что если я отобрал оружие, я сразу сказал сурово на колени, руки за голову, как часто бывает во многих видео, человек сразу слушается и буквально начинает сразу сдаваться. Человек неадекватный, который вам угрожает оружием, может этого просто не сделать. Ему это вообще неинтересно. Потом, никто не знает, какое оружие. Вы не можете на такой скорости, в такой стрессовой ситуации понять, если вы отобрали оружие, все-таки, что это за оружие?
боевое, травматическое, то есть, а если еще темно, если еще сумерки, то вы вообще не можете понять. Вы отбираете оружие, пытаетесь его направить на атакующего, нападающего, а оружие либо не стреляет, либо его заклинило. То есть сотни разных вариантов. То есть получается две проблемы: моральная и юридическая. Готовы ли вы стрелять? И вам придется отвечать за свои выстрелы. Независимо от того, согласны вы с этим или не согласны, это факт. И судебная практика, по крайней мере в России, показывает, что как только вы применяете оружие, даже легальное оружие самозащиты, даже то оружие, которое у вас есть, которое вы получили официально, вы попадаете под удар закона. Это абсолютно отдельная тема, которую мы все время рассматриваем. И второй вид защиты от пистолета – это когда мы пистолет выбиваем или выкручиваем из руки. Допустим, технику, которую мы используем, мы выбиваем оружие. Да. И, собственно, от него сразу освобождаемся. То есть получается, что когда мы выбили оружие, да, ушли с линии выстрела, выбили оружие одним или двумя ударами, все, мы оказываемся в равных условиях с нападающим. Мы можем просто сразу отойти, выйти из боя. Если это возможно, это наилучший вариант. Еще раз. Либо сразу нападать ударами и опять-таки выходить из боя. Вот два варианта. На мой взгляд, в реальной гражданской самообороне лучше от оружия избавляться. Оно вам не нужно. Это чужое оружие, оно не ваше. Вам необходимо ликвидировать угрозу. Тогда возникает вопрос, что же лучше? И неужели так плохи те приемы, которые подразумевают захват оружия? Нет, эти приемы не плохие. Эти приемы просто должны использоваться в рамках работы спецслужб. То есть для тех людей, которым действительно необходимо человека обезоружить. Если при необходимости его необходимо застрелить. Потом, если захват оружия несет потенциальные риски, то сотрудник готов к этим потенциальным рискам. Он готов, если при захвате прозвучит выстрел, попасть под огонь. Он готов, если вдруг противник резко дергает на себя оружие, быть травмированным. Он готов быть убитым. Это его работа. То есть человек, использующий такие приемы, готов к рискам. А человек, который работает в гражданской самообороне, должен остаться жить. Это самое важное. Вот два подхода к защите от пистолета. Мы рекомендуем в нашей системе избавляться от оружия. Там есть очень много деталей, как выбивать, как уходить с линии огня, каким образом выдавливать, выкручивать оружие. То есть существует несколько приемов в нашей системе. Тема сегодня другая. На деталях не останавливаться, тема такая. Либо мы хватаем оружие, либо нет. Я рекомендую, не хватайтесь за чужое оружие. Это все. Если кому интересно, пишите. Если у кого есть что сказать, пишите на почту сайта extreme-fight.org. Если вы с чем-то не согласны и вам есть что показать, то запишите на видео с реальным оружием, на реальной скорости. Пришлите, мы посмотрим, обсудим. Всех благ. Внимание! Если вы интересуетесь темой личной безопасности и хотите больше узнать о системе экстремального рукопашного боя и самообороны, заходите на сайт extreme-fight.org. Здесь вы найдете достоверную информацию о теории и практике системы Extreme Fight, обучающие материалы по основам самообороны, экстремального рукопашного боя и физподготовки, сможете задать вопрос на почту сайта и многое другое. Заходите на сайт extreme-fight.org. Подписывайтесь на новости и помните, никто не сможет защитить вас лучше, чем вы сами.